Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 4 мая, ровно 70 дней назад Путин напал на Украину. И все это время мы рассказываем вам всю правдивую информацию прямо здесь и сейчас. В этом выпуске расскажем про попов, про отключение Сбербанка и даже про магию. Но сначала про военные действия. Российская армия продолжает концентрировать силы на Восточном фронте. По данным британской разведки, вот на этом участке в районе Изюма сосредоточены 22 батальона тактической группы. Это около 18 тысяч солдат. Восточнее, ближе к Северодонецку, находится еще около 20 батальона тактических групп. Все эти войска готовятся к наступлению на Славянск и Краматорск, которое все никак не начнется. В последние дни продвижение путинских частей остановилось. Продолжаются только массированные обстрелы. Жестко обстреливают прифронтовые районы. Глава Донецкой области сообщает, что 3 мая погиб 21 мирный житель и еще 27 человек получили ранения. Все эти жертвы – результаты обстрелов Лимана, Авдеевки, Угледара и других населенных пунктов. Страшно бомбят с воздуха и завод «Азовсталь». Буквально вчера российские СМИ писали о начале штурма. Никакого штурма в итоге не было, но обстрелы и бомбежки продолжаются. Помните, я говорил, что Путину нельзя верить? Вот вам еще одно 1100-500 подтверждение. Западную Украину путинская армия атакует ракетами. Вчера вечером сразу несколько крылатых ракет ударили по Львову. Это попало на видео. Це капець, прям тільки що бахнули. Диви, йоу! Давай! Атаковали подстанцию и железнодорожную инфраструктуру. Писали о временных проблемах с интернетом. Мэр города сообщил об одном пострадавшем во время обстрелов. Путинские ракеты атаковали объекты в горной части Закарпатской области. Это регион на границе с Венгрией и Словакией. Подробности этой атаки пока не сообщали. Кроме того, ракеты попали по железнодорожной инфраструктуре в Кировоградской области. Судя по всему, путинская армия пытается отрезать пути поставок западного вооружения из Польши и Словакии в Украину. В первую очередь нарушить работу железных дорог. Вашингтонский институт изучения войны отмечает, что для этих атак используются противокорабельные ракеты «Оникс», которые вообще-то не предназначены для ударов по суше, только по кораблям. Например, именно «Ониксами» был обстрелян аэропорт Одессы 30 апреля. «Оникс» в районе Одессы нанесен удар по логистическому центру на военном аэродроме, через который осуществлялась доставка иностранного вооружения. Вот, видимо, другие ракеты у Путина закончились, поэтому применяют уже не предназначенные для ударов по суше противокорабельные ракеты. Рамзан Кадыров снова требует крови. Крови украинских мирных жителей, крови российских солдат. Давайте посмотрим. Надо начать второй этап и конкретно начать провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Ну, с этим-то террористам все привычно. А вот путинский патриарх Гундяев считает, что Россия ни на кого не нападала. Мы ни с кем не хотим воевать. Россия никогда ни на кого не нападала. Вот так вот. Россия ни на кого никогда не нападала. Видимо, это украинская армия дошла до Москвы, остановилась где-то в Красногорске и там занялась массовыми убийствами и изнасилованиями. Удивительное поповское лицемерие. Папа Римский рассказал о том, как прошел его телефонный разговор с Кириллом. Началось все с того, что 20 минут патриарх по бумажке зачитывал причины, которыми Кремль объясняет эту войну. Франциск пытался объяснить Кириллу, что служители Бога должны искать пути к миру и прекратить боевые действия. Патриарх не должен опуститься до путинского алтарного мальчика, добавил папа Франциск. Остановись, брат, мы священники. Но тут, конечно, Кирилл выдал себя скорее
Даже не то, что выдал, скорее забыл, что он священник, а не сотрудник КГБ. Папа Римский, конечно, пытался ему напомнить, кто он есть. Но и вы тоже поймите, что летая в своем личном бизнес-джете между роскошными резиденциями с сестрами, очень просто забыть о том, что не у всех священников это так устроено. Хорошо, хоть не сигареты предложил возить, как в старые добрые. Ну, а может и предложил, кто знает. А в штабе украинских минометчиков нашли следы черной магии. Если вы думаете, что я совсем поехал какую-то херню вам рассказывать, то нет. Это официальная новость, РИА Новости, государственного информагентства. Якобы где-то в Украине на стене нашли вот такой символ. А некий культуролог Екатерина Дайс заявила, цитирую, «Этот символ является магической печатью темных сил, сочетающим в себе идеи анархии, оружия и фашистской символики». Ну, во-первых, это очень, конечно, знакомо. Найдут на помойке какого-то бомжа-эксперта и пытаются его выдать за настоящего эксперта. Но вообще, какой бред. Невозможно это нормально читать даже, извините. Не знаю, как насчет черной магии, но вот пропагандист Соловьев в Украине материализовался. Появились кадры, где путинский пропагандист в бронике и шлеме разговаривает с Пушилиным в районе комбината Ильича в Мариуполе. Возможно, все это подготовка к 9 мая, объявлению о полном захвате города. Или просто Соловьев приехал, чтобы потом в своих безумных эфирах с важным лицом рассказывать, как он был на войне и какой он был великий боец. Тем более, что в России все меньше людей верят Соловьеву и вообще пропаганде. Опрос Левада показал интересную динамику. Ну, важно помнить, на социологию всегда нужно смотреть именно в динамике. И все меньше людей одобряют войну. Учтите, сейчас в России страшно говорить правду, за это можно сесть в тюрьму. Многие, не согласные с Путиным, просто отказываются отвечать на эти вопросы. И даже в этих условиях мы видим такие результаты. Нет никакой тотальной поддержки войны. Совершенно наоборот. Евросоюз готов отказаться от российской нефти в течение полугода. Об этом пишет Wall Street Journal. Решение принято в рамках 6-го пакета санкций. Сообщают, что Словакия и Венгрия получат больше времени на отказ от российской нефти, потому что они сильнее других зависят от путинских поставок. Глава British Petroleum заявил, что с рынка уже исчез 1 миллион баррелей российской нефти. И в ближайшее время пропадет еще 1 миллион. Конечно, недостаточно, но уже бьет по карману Путина. Нефтяное эмбарго не менее важно, чем газовое, а отказаться от нефти Путина даже проще. Так что я думаю, что здесь Европа справится куда быстрее, чем с газом. Сбербанк отключает от SWIFT. Прямо сейчас Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, сообщила, что в 6-м пакете санкций они отключат от SWIFT Сбербанк и еще 2 российских банка. Ранее политика писала, что это, вероятно, будет Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Что это значит? Это значит, что Сбербанк будет изолирован только внутри России. И совершать международные переводы будет невозможно. А вот еще одна свежая новость. Франс-пресс сообщает о планах ЕС ввести санкции в отношении того же патриарха Кирилла. Это отлично, потому что я более чем уверен, у него немало скрытой недвижимости на Западе, вероятно, яхты какие-нибудь найдутся, даже бизнес-джет есть. Есть видео из Финляндии, где финские танки и боевые машины движутся в сторону границы с Россией. Все из-за агрессивных высказываний российских политиков. Знаете, можно посмеиваться над маленькой Финляндией, но мы проверили данные по ее армии. У них 200 танков «Леопард», между прочим. Они без НАТО выглядят на голову сильнее любых войск, которые Путин сможет выстоять против Финляндии. А нашим политикам, конечно, нужно все-таки получше изучать историю и вспоминать войну 1939 года. Уроки этой войны точно не выучены. Несмотря на праздники, выходные, мы продолжаем каждый день рассказывать вам новости. А вы, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь, оставьте комментарий. Это важно для продвижения видео. Сегодня, как обычно, в 19 часов эфира, а мы увидимся с вами завтра примерно в это же время.